Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Катар угрожает ЕС прекращением поставок СПГ. Катар заявил, что прекратит поставки СПГ в Европу из-за несогласия с требованиями директивы ЕС по соблюдению экологических целей и условий труда. Александр, это как получается? Европейцам придется надеяться только на спасительные американские СПГ? Стоит ли им вообще напрягаться? Давайте мы посмотрим на эту ситуацию. Да, во-первых, о чем идет речь? Речь идет о том, что у Евросоюза есть определенные требования, касающиеся в первую очередь экологической составляющей, то есть снижение углеродного следа, если несколько упростить ситуацию, на всех цепочках формирования стоимости конечного продукта, в данном случае энергоносителя, который поставляется в Европейский Союз. Вот. Но почему я говорю о некоторой условности разговора про углеродный след? Потому что, метан тоже является парниковым газом, соответственно, надо бороться за сокращение выбросов метана. Лучше, чтобы вообще никаких выбросов не было, начиная от точки, где газ добывается, заканчивая точкой, где газ уже получает конечный потребитель. То есть в процессе добычи, транспортировки, сжижения, хранения, транспортировки уже морем, регазификации, вот там везде надо сокращать выбросы. Выбросы есть? Да, выбросы есть. Метан является парниковым газом? Безусловно, метан является парниковым газом. Вопрос лишь в том, насколько ужаснее парниковые свойства метана, чем, скажем, у СО2, а парниковые свойства метана ужаснее, чем у СО2 по ряду источников. В 20 раз эти свойства выше парниковые, чем у СО2. По другим данным, там на 90, нет, в 90 раз больше. Ну, в общем, в зависимости от того, кто вам больше нравится из исследователей, вы можете выбрать в 20 раз, в 60 раз, в 90 раз больше. Главное, что, да, действительно больше. Соответственно, в рамках существующей парадигмы надо бороться с выбросами этого самого метана. Вот. Притом с углеродным следом конечной продукции тоже необходимо что-то делать. Его необходимо сокращать. Вот. И есть требования со стороны Европейского Союза, а есть требования со стороны, скажем так, международных договоров. Знаете, вот эти все киотские протоколы, парижские и прочие замечательные бумаги, которые были подписаны за последние лет 30 различными странами. В рамках этих договоров предполагаются определенные параметры, которые должны помочь бороться с изменениями климата. Сам по себе вопрос о борьбе с изменениями климата дискуссионный, но не в плане того, меняется климат или не меняется, а в плане самого концептуального подхода. Когда мы пытаемся сократить темпы неизбежного, и при этом ничего не делаем с теми негативными последствиями, которых мы очень боимся. Поясню эту мысль, и потом мы вернемся к Катару. Вот смотрите, когда в Евросоюзе говорят, мы, мол, очень переживаем за планету, мы очень переживаем, что температура среднегодовая вырастет на 1,5, а то и 2 градуса до конца текущего века. Это ведь приведет к неисчислимым бедствиям. Пустыни увеличатся, море выйдет из берегов, затопит прибрежные города, все будет очень плохо. Они чего боятся? Они боятся за судьбу тех регионов, где пустыня. Они боятся за прибрежные города. Кстати, да, за прибрежные города они, безусловно, боятся. За все? Наверное, нет. Наверное, все-таки они больше в реальности, не на словах, в реальности переживают за свои прибрежные города. Знаете, когда у вас там мощные порты, когда у вас эти города обладают некой туристической привлекательностью, то есть они генерируют прибыль, притом прибыль хорошую, вы будете за эти города переживать. А еще вы переживаете, если вы живете в цветущем европейском саду, за то, что к вам прибегут какие-то люди, которые будут бежать от этих расширяющихся пустынь и от прочего безобразия, которое будет где-то там, за пределами аккуратненькой изгороди, которая отделяет ваш цветущий сад от вот этих страшных диких джунглей, где еще и пустыни, оказывается, водятся. Вот, то есть с точки зрения Европейского Союза изменение климата – это изменение благополучия, которое царит. Это, если что, не описание текущей ситуации в Евросоюзе, а
описание их представления об этой ситуации. Так вот, это угрожает благополучию, которое царит в Европейском Союзе. Ну или шире в Европе, потому что, Великобритания, что ж, она из Евросоюза вышла, но она не вышла из числа уважаемых стран. Так вот, и мы с вами приходим вот к какому соображению, что основные переживания со стороны вот этих вот людей, которые продвигают климатическую повестку на политическом уровне, подчеркну я, не в интернетах, не со стороны научного сообщества, а вот со стороны политического, с политической точки зрения. Вот эти вот замечательные политические деятели, когда продвигают климатическую повестку, они решают две задачи. Первая задача – это сохранение того положения вещей, которое имеется в Европейском Союзе, сохранение экономической мощи Европейского Союза и ограничение для всяких посторонних, которые вдруг захотят прибежать в этот самый Европейский Союз. По крайней мере, из числа тех посторонних, которых не зовут, не ждут и вообще отойдите, пожалуйста. Вот. То есть, по большому счету, борьба с изменениями климата – это борьба за сохранение своего теплого места, на котором ты сидишь, и делать с ним ты ничего не хочешь. И делиться этим местом, тем более с окружающими, ты не хочешь. А помочь им жить так же хорошо, как ты тоже не хочешь. Не можешь, не хочешь. Вот. Поэтому текущая климатическая повестка – это повестка, которая по большому счету решает не задачу спасения планеты, не задачу улучшения благосостояния человечества. Нет, это политика, которая должна сохранить положение вещей, к которому привыкли уважаемые люди в уважаемых странах. А по большому счету, по идее, климат-то все равно будет меняться. Так уж получилось, что климат, он вообще меняется. Мы можем дискутировать, можем не дискутировать. Ускорились ли изменения климата за последние 100 лет? Хорошо, они ускорились. Но означает ли это, что если мы поборем те факторы, которые ведут к ускорению, то изменений климата не будет? Нет, конечно, не значит. За предыдущие 1000 лет климат тоже довольно заметно менялся. Это сказывалось на хозяйственной деятельности людей. И вот, наверное, нас больше вот эта хозяйственная деятельность беспокоит. Не так ли? Поэтому, наверное, надо работать над тем, чтобы мы даже в условиях меняющегося климата были как человечество более устойчивы к этим изменениям, а не сидели каждый в своем углу и, знаете, так подозрительно не смотрели друг на друга, чтобы вот эти вот посторонние негодяи, которые сейчас к нам могут прибежать, вот все наше сало съели. Вот это довольно плохой подход, давайте так не делать. Но я ведь сказал, что две задачи решаются вот этой климатической политикой, которая продвигается Европейским Союзом. А сказал вроде как только про одну. А вторая задача довольно простая. Это ограничение развития окружающих вас экономик. Так уж получилось, что Евросоюз – это все еще одна из крупнейших экономик в мире. И при этом эта экономика еще лет 16 назад столкнулась с довольно серьезными проблемами. Мы и на этом канале неоднократно о них говорили, и на канале Инфотек неоднократно говорили. Кстати, на канал Инфотек тоже можно подписаться. Если что, и на телеграм-канал тоже можно подписаться. А если вы еще и на мой персональный телеграм-канал «Нефтегазовая игра» подпишетесь, то вы вообще большие молодцы, и вам сразу огромный плюсик, пока что только вот такой, знаете, условно-виртуальный, но все равно. Так вот, большой кризис был в конце нулевых годов, и с последствиями этого мирового кризиса Евросоюз до сих пор разбирается. И сделать с этими последствиями, точнее, побороть эти последствия Евросоюз не может. А если вы не можете обеспечить те темпы роста, на которые вы рассчитывали в нулевые годы, а там ожидались очень хорошие темпы роста, если вы не можете обеспечить тот рост экономики, особенно реального сектора, на который вы рассчитывали, то что вы можете сделать для сохранения своего положения? Давайте так. Если вы соревнуетесь с кем-то в беге, притом за вами никто такой, знаете, не надзирает, кто-то, кто бы мог говорить, так, действуем по таким правилам. Вы чисто теоретически можете пойти двумя путями. Либо хорошо тренироваться и надеяться на свои физические данные, и, значит, бежать быстрее всех, либо вы можете постараться сломать ноги вашим соперникам, и тогда вы автоматически побеждаете, даже если будете идти пешком. Вот Евросоюз в рамках своей климатической повестки пытается идти вторым путем. То есть он создает условия, при которых
В идеале, вот мы сейчас просто времени, к сожалению, в рамках этого ролика не хватит, поэтому просто тезис вброшу. Но поверьте, мы и в других роликах его подробнее разбирали, и на других каналах также его подробнее разбирали, поэтому тезис звучит следующим образом. Евросоюз рассчитывал на, как я уже сказал, собственно, на иные темпы роста своей экономики и рассчитывал, что ряд новых направлений, в частности, производство ветроэнергетических установок, производство фотоэлектрических панелей, вот эти новые направления обеспечат экспортную мощь Европейского Союза, расширят поставки за рубеж и создадут как бы новую точку роста для экономики. И это для обеспечения вот этого нового канала экспортных поставок, для обеспечения вот этой точки роста, в частности, создавались условия, при которых другие страны должны покупать у вас фотоэлектрические панели, ветроэнергетические установки, приглашать ваши компании для того, чтобы они это все безобразие, ну, не безобразие, я условно говоря, понятно, что мы никаких претензий ни к солнечным панелям, ни к ветроэнергетическим установкам не имеем. Просто нужно понимать, как можно использовать для сохранения стабильности энергосистемы эти средства производства электрической энергии. Так вот, они рассчитывали на то, что будут окружающие страны приглашать компании из Европейского Союза, которые будут строить ветро- и солнечные электростанции. В общем, и часть энергетической, часть экологической политики Европейского Союза реализуется как раз для того, чтобы выполнить вот эту задачу. Так, например, углеродный налог. Дорогие друзья, вы должны заплатить нам углеродный налог при ввозе ряда товаров на нашу территорию, товаров с высокой энергетической составляющей. И эти товары с высокой энергетической составляющей вы должны не просто привезти. Если мы увидим, что углеродный след, ну, исходя из документации, которую вы будете прикладывать, что углеродный след непозволительно велик, то, извините, подвиньтесь, но вы должны заплатить. Либо вы должны у себя на месте создавать систему, которую мы одобрим, которая будет, на наш взгляд, отвечать тем стандартам, которые нам нравятся. Я немного утрирую, но сама система примерно вот так должна, еще раз подчеркну, работать. Не обязательно так будет работать, но вот по мнению Брюсселя должна так работать. Так вот, мы одобрим, мы скажем, хорошо, ладно, так и быть. Мы видим, что вы боретесь с углеродным следом, вы его сокращаете в том числе за счет чего? Ветрячки ставите, солнечные панели ставите. Кстати, желательно купить их у нас вот есть производители. Так казалось некоторое время назад. Потом количество производителей сократилось, конкурентоспособность европейских производителей снизилась, но тем не менее, сама по себе экологическая повестка позволяет в том числе не только, ну, все-таки, хоть немножечко, но создавать рынки сбыта за пределами Европейского Союза. Кстати, яркий пример Украина. Вот яркий пример, когда приглашается какая-нибудь датская компания, и вот датская компания организует вам какой-нибудь ветропарк. Вот примерно вот так это должно работать. Вот. И среди прочего требования, мол, боритесь дополнительно с парниковыми газами, с выбросами парниковых газов, либо платите пошлины, либо мы будем вас наказывать финансово. Это что? Это если вам не удалось создать точку роста для своей экономики, создать производство и экспортный поток, вы можете компенсировать, ну, вот эту недополученную прибыль из-за того, что не удалось вот это все реализовать. Вы можете компенсировать недополученную прибыль за счет просто дополнительного налогообложения тех, кто к вам заходит. Вот так примерно это все должно работать. Понятно, что если мы будем упираться в частности в конкретные законы, конкретные правила, мы можем там увидеть и некую рациональную составляющую. И я замечу, что вот все, о чем мы говорим, имеет рациональную составляющую. Просто мы о ней редко упоминаем, так как, рациональная составляющая и так выпячивается всячески. Они кричат с высоких трибун. Да, до нас эти крики доносятся последние года тише, чем обычно, но все равно доносятся. Пока у нас цитирует Bloomberg, пока цитируют другие, не менее уважаемые издания. Вот, до нас эти крики доносятся, притом в первозданном виде, то есть без попыток осмыслить и как-то подвергнуть критике. Однако в этой всей имеющей рациональную составляющую системе есть вот эта составляющая. Косвенным образом
эта составляющая должна помочь экономике Европейского Союза, если и не укрепиться, то, по крайней мере, помешать окружающим ее либо укрепиться самостоятельно, либо укрепиться за счет каких-то конкурентов. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.